Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Недавно я уже выпускал ролик о самых ожидаемых фильмах 2019 года. Однако, разве можно уместить в одно видео все самые ожидаемые новинки на год? Разумеется, нет. Именно поэтому, недолго думая, я решил выпустить второй топ. И поверьте, в нем также найдутся фильмы, которые вы несомненно захотите посмотреть. Ну что ж, давайте начинать. Наверняка сейчас обрадую любителей хитовой видеоигры Doom, потому что готовится ее киноадаптация. Напомню, что Doom — это серия компьютерных игр, которая основывается на подвигах неизвестного космического пехотинца, работающего на объединенную аэрокосмическую корпорацию и сражающегося против полчищ демонов для того, чтобы выжить или спасти Землю от их нападения. Действие почти всех частей серии происходит на Марсе или в лабораториях. Обожаю космическую тематику в кино. Фильм «К звездам» как раз и должен стать одним из таких. В ленте речь пойдет об инженере армейского корпуса, ищущего по всей галактике своего отца, который исчез в миссии по поиску внеземной жизни 20 лет назад. Примечательно, что Брэд Питт обратил внимание на этот фильм в тот момент, когда студия Paramount отложила разработку сиквела «Война миров Z». Однако сейчас работа над продолжением возобновлена. Вскоре увидим. Года через 2-3. Киновселенная Найта Шьямалана понемножку разрастается. Неуязвимый, Сплит, теперь вот Стекло. По заявлению режиссера, это будет первый поистине основанный на комиксе фильм. В нем речь пойдет о похитителе со множественным расстройством личности, которого зовут Кевин, и террористе-инвалиде мистере Стекло. Они выходят на своих давних противников, травмированную девушку Кейси и стареющего супергероя Дэвида Дана. Экранизация бестселлера Патрика Несса отправляется на большие экраны. Это история о Тодде Хьюите, он последний мальчик на колонизированной планете, где уже давно нет женщин, а мужчины сходят с ума из-за постоянного шума. Выиграв войну с местными существами, спеками, земляне заразились вирусом шума и теперь слышат мысли всех живых существ. Поступь хаоса – это не очередной дивергент для подростков. Это весьма мрачная трилогия, где хоть и есть романтическая линия, больше внимания уделяется жизни в новом социуме, геноциде инопланетян и проблеме выбора. И Sony, и 20 век Fox боролись за экранизацию этой истории, но в итоге она досталась Universal. Речь идет о путешествии доктора Дулиттла. Наконец, с 2014 года Роберт Дауни-младший снимется где-то кроме кинематографической вселенной Marvel. Вместе с ним в дальнее странствие отправятся разнообразные животные со звездными голосами. Напомню, что доктор Дулиттл – главный герой серии детских книг Хью Лофтинга, в которых он лечит животных и умеет разговаривать на их языках. Хотели новую часть франшизы «Люди в черном»? Получите, распишитесь. Однако теперь уже без Уилла Смита и Томми Ли Джонса. Sony планирует устроить франшизе мягкий перезапуск. Новая картина фактически будет существовать в хронологии оригинальных фильмов, но при этом не связана с прошлыми частями сюжетно. Проще говоря, это спин-офф, в котором будет 3 главных персонажа в исполнении Тессы Томпсон, Криса Хемсворта и Лиама Нильсона, а действие развернется по всему миру. В данном топе жанр мюзикл представлен единственной лентой, а именно ремейком Аладдина. Фильм станет частью глобальной стратегии Disney по переосмыслению своего классического каталога. Лента расскажет о молодом воришке по имени Аладдин, который хочет стать принцем, чтобы жениться на принцессе Жасмин. Тем временем визирь Джафар стремится заполучить волшебную лампу, чтобы захватить власть над Аграбой, чему Аладдин, конечно же, постарается помешать. Много раз в комментариях меня спрашивали, что там с фильмом «Майнкрафт». Выйдет? Нет, когда выйдет? Как выйдет? Ну вот, пожалуйста, в 2019 готовится экранизация. Напомню, что «Майнкрафт» — это компьютерная инди-игра в жанре песочницы с элементами симулятора выживания и открытым миром. В распоряжении игрока трехмерный процедурно генерируемый мир, полностью состоящий из кубических блоков. И я, честно говоря, с трудом представляю, как ее можно адаптировать для кино. А вот чего вы уж точно не ждали, так это ремейка «Ангелов Чарли». Лента будет представлять из себя перезагрузку комедии 2000 года, основанной на телесериале 70-х годов. Как видно, к актерскому составу уже присоединилась Наоми Скотт, а с ней, по слухам, Кристен Стюарт и Лупита Нионго. Ну что ж, будем ждать. Ковбой, ниндзя, викинг.
Не правда ли, звучит как некий дешевый трэш типа «Акула-осьминога» или «Помидоры-убийцы». Однако нет, это серьезная экранизация комикса, в которой герой по имени Дункан – один из самых смертоносных агентов сверхсекретного подразделения, где пациентов, страдающих от диссоциативного расстройства личности, превращают в спецагентов под кодовым названием «Троица». Каждый из них обладает тройным набором особых умений, связанных с разными личностями. Лучший стрелок спустя много лет возвращается на большие экраны. Сиквел расскажет о знаменитом летчике Питте Митчелле по прозвищу Мэверик, который оставил высокоскоростные полеты и теперь работает инструктором, обучая молодых летчиков. Вновь сесть за штурвал истребителя его заставляют эксперименты высокопоставленных чиновников, решивших заменить живых пилотов на высокотехнологичных дронов. Несмотря на то, что новая часть фильма «Форсаж» выйдет лишь в 2020-м, фанатам не придется скучать, ведь их ждет спин-офф франшизы. Работа над отдельной лентой с героями Стэтхэма и Джонсона началась еще в 2017-м. По заявлению режиссера, хоть фильм и будет наполнен идеями «Форсажа», автомобилями, экшеном и прочим, он будет отличаться от основной серии. Речь в нем пойдет об агентстве дипломатической безопасности, которое объединит Хопса и Шоу. Если за дело берется Квентин Тарантино, значит будет годнота. Для фильма «Однажды в Голливуде» он собрал внушительный актерский состав, включая Брэда Питта и Леонардо Ди Каприо, при этом заявив, что их дуэт является одним из лучших в истории кино. Лента повествует об актере, который вместе со своим напарником и дублером пытаются остаться на плаву в жестоком мире кинобизнеса. История будет разворачиваться на фоне событий, связанных с сектой Чарльза Мэнсона. Добралась на большие экраны и история происхождения знаменитого готэмского клоуна. Встречайте, Сольник Джокера. Однако фильм не станет частью общей киновселенной DC, а будет существовать отдельно. Картина выйдет под знаком новой кинокомпании, которая призвана помочь Warner расширить вселенную комиксов DC с помощью новых и необычных историй. Действие же ленты развернется в 80-х годах и будет больше напоминать суровую криминальную драму. Слухи о возможном продолжении Зомбиленда несколько раз уже возникали на просторах интернета, но каждый раз оказывались ложными. Теперь же студия решила поддержать проект и планирует выпустить продолжение в октябре 2019-го. Вуди Харрельсон, Эмма Стоун, Джесси Айзенберг и Эбигейл Бреслин вновь сыграют в сиквеле героев хита 2009 года. Во второй части появится центральный отрицательный персонаж, а также новые типы зомби, которые будут называться суперзомби. Долгое время ходили слухи, что 007 Спектр станет последней частью Бондианы с Дэниелом Крейгом в главной роли, но не тут-то было. Видимо, студия хочет выжать все соки из данной истории и готовит новую часть под названием Бонд 25, которая станет уже пятой для Крейга. Кстати, до того, как Крейг согласился вернуться, на роль Бонда рассматривались Том Харди, Генри Кавилл, Орландо Блум, Хью Джекман, Кристиан Бейл, Майкл Фассбендер, Дэвид Бекхэм и даже Идрис Эльба. Вы посмотрели «Убийство в Восточном экспрессе» и остались довольны? Тогда у меня для вас хорошая новость. В 2019-м Эркюль Пуаро вернется на большие экраны. Нас ждет новая экранизация знаменитого детектива Агаты Кристи «Смерть на Ниле». Это один из знаковых романов Кристи и ключевое произведение в восточном цикле Пуаро. Действие изданного в 1937 году детектива разворачивается на пароходе «Карнак», идущем по Нилу, где Пуаро вынужден расследовать убийство богатой наследницы. Стоит, по сути, любой ленте собрать внушительную кассу, с лихвой окупить бюджет, как тут же готовится продолжение. «Джуманджи. Зов джунглей» как раз такая лента. Следующий фильм выйдет аккурат в то же время, что и предыдущий, за неделю до выхода «Звездных войн». Уже известно, что к своим ролям вернутся Карен Гиллан, Дуэйн Джонсон, Джек Блэк и Кевин Харт. Основанная на одноименной серии игрушек, разрабатывающейся еще с 2009 года, для больших экранов готовится киноадаптация «Властелины вселенной». Это история о высоком, златокудром принце Адаме, который защищает свою родную планету Этернию от злобного Скелетора. Благодаря магии Адам превращается в Хи-Мэна и с помощью колоритных друзей сражается со злодеем, совершающим ежедневные набеги на крепость, снабжающую Хи-Мэна и его товарищей сверхспособностями.
Непобедимый ветеран Вьетнамской войны вновь возвращается на большие экраны. Как и ранее, культовая роль Рэмбо остается за Сильвестром Сталлоне. Помимо этого, он принял участие в написании сценария, а также сам выступит режиссером. По слухам, финальный сегмент франшизы будет иметь подзаголовок «Последняя кровь» и расскажет, как бравый вояка отправился сражаться с мексиканским наркокартелем. Ну что ж, надеюсь, вам понравился ролик. Подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь интересными мыслями в комментариях. Мир вам и всего доброго!